Всем привет! Вы смотрите журнал «Мотоэксперт». Меня зовут Алексей Кузнецов, и сегодня у нас необычный выпуск. Дело в том, что в Москве снегоходный сезон так и не начался, снег растаял. Но страна у нас большая, поэтому мы отправились в поисках снега на Урал, в Пермь, и здесь, как вы видите, сейчас все в порядке, но поискать нам его пришлось. Но приехали мы к друзьям из компании «Формула-7», которые занимаются продажей техники AODES. Вообще, «Формула-7» — это известная компания, которая очень долгое время была дистрибьютором техники BRP. И уже с недавнего времени решила расширить свою линейку и занялась продажей техники AODES. Их квадроциклы и мотовездеходы мы снимали. Есть обзор на нашем канале, вы можете посмотреть. Ну а сегодня мы поговорим об утилитарных снегоходах серии Snowcross 1000. И это не одна модель, а целое семейство, состоящее из 4 моделей, и у нас сегодня на тесте сразу 3 модели этого семейства. Ну а теперь давайте знакомиться с ними, разбираться, в чем они отличаются. Принципиальных отличий всего 2. И первое — это ширина гусеницы. У версии Snowcross 1000 с индексом VT стоит гусеница 500 мм, так называемый Wide Track. И это классика для утилитарных снегоходов. Предназначен он для покатушек на пухлом снегу, в общем, без каких-то экстремальных историй. А если вы все-таки любитель экстремальных покатушек по суровому снежному бездорожью, если вы любите куда-то окунуться в очень глубокий и пухлый снег, еще и тащите за собой сани во все это, то вам явно подойдет другая модель. Это Snowcross 1000 с индексом SVT. И вот у него уже установлена гусеница с шириной 600 мм, так называемый Super Wide Track. Это максимально широкая гусеница, которая ставится на серийные снегоходы. Вообще, в принципе, в мире очень мало производителей, кто может себе это позволить. Второе принципиальное отличие семейства Snowcross — это передняя подвеска. В базовой версии здесь телескопические амортизаторы, очень надежная и проверенная временем конструкция, ремонтопригодная и, самое главное, очень и очень крепкая. Даже наехав на какое-то дерево либо камень, скорее всего, вы ее не сломаете. Ну а для тех, кто любит более острое управление, более комфортное управление, есть версия на образных рычагах. Она работает значительно лучше, но здесь все как в автомобиле. Есть шаровые опоры, навесное оборудование, и есть риск того, что, наехав на то же самое дерево или камень, можно эту подвеску повредить. Но главное — это то, что AODES предлагает широкий выбор, то есть комбинация подвесок и ширины гусениц и создают эти 4 модели. Ну а теперь про платформу. Она очень и очень похож на снегоход Ski-Doo Scandic. Здесь большой алюминиевый тоннель, одновременно легкий и очень-очень крепкий. И обратите внимание на подножки. Здесь специально сделаны большие отверстия в подножках, чтобы снег не набивался и легко очищался во время движения. Про переднюю подвеску я уже сказал, теперь давайте поговорим про заднюю. Она здесь катково-склизового типа, и работает она на 2 газомасляных амортизаторах с возможностью регулировки преднатяга пружин. Сделана подвеска специально для езды по глубокому и пухлому снегу, и инженеры позаботились о том, чтобы она хорошо самоочищалась в момент езды. И обратите внимание на каретку гусеницы. Она здесь приподнята, но здесь стоит еще и дополнительная пружина, и при движении задним ходом она дополнительно приподнимает гусеницу, чтобы снегоход именно ехал назад, а не зарывался в снег. Мотор здесь, как и положено тяжелому утилитарному снегоходу, литровый, 4-тактный, и этот V-Twin объемом 976 кубиков выдает 87 лошадиных сил. Конечно же, здесь инжектор, электростартер, а вот ручного стартера здесь, к сожалению, нет. А еще здесь очень интересное решение системы охлаждения. Здесь сразу 2 радиатора. Первый с вентилятором классический находится под капотом, а второй над гусеницей. И охлаждается он набегающим на него снегом. Изящное инженерное решение, говорящее о том, что этот двигатель перегреть практически невозможно. Работает двигатель в паре с вариатором и коробкой. И здесь, помимо задней передачи, есть еще и пониженный ряд, что позволяет вам буксировать сани. И общий вес может превышать целую тонну.
Что касаемо тормозов, то здесь, как и у большинства снегоходов, конечно же, никаких тормозов, как у спортбайка, не будет. Да, есть ручка с режимом паркинга, собственно, этим вы и будете пользоваться, а вот различия по тормозам все-таки есть. У ВТ скромный двухпоршневой суппорт с диском и гидравликой, а вот у других версий четырехпоршневые суппорты, работают они чуть получше. Но все мы прекрасно понимаем, что тормозами вы будете пользоваться только при паркинге и в каких-то ситуациях, а в основном вы будете тормозить при сбросе газа. И здесь уже вопрос, наверное, все-таки ширины гусеницы куда более актуальны. Что касаемо дизайна, то мне кажется, здесь можно сказать только одно, что он повторяет очень правильный образец. Красивый, брутальный, без каких-то китайских ноток. В общем, берешь просто наклейку, скиду клеишь, никто даже не заметит. Кстати, если говорить про повторение, то повторили и эргономику. Здесь очень даже комфортно. Во мне 1,88 м, сидушка большая, я расположился удобно, и даже вот за этим ветровым стеклом с моим ростом я очень хорошо прячусь. В комплектацию всех трех снегоходов входят подогрев ручек, подогрев курка газа, подогрев кресла водителя. Да, можно дополнительно заказать подогрев кресла пассажира и ручки с подогревом. Плюс к этому есть вывод под подогрев шлема. Если уж говорить про шлем, то, понятное дело, в дороге наверняка захочется послушать музыку, а не только сидеть в тепле. И здесь нам на помощь идет мультимедиа. Это подключение по протоколам Bluetooth к мультимедийной системе с сенсорным управлением. Плюс есть протокол, который зеркалит ваш телефон. Соответственно, протокол Carbit Link. Можно смотреть все, что угодно, что вы запустите на телефоне. Единственный минус, что телефон должен быть постоянно включен. Возможно, со временем появятся другие протоколы, но, с другой стороны, зачем? Потому что вы едете, вы наблюдаете картину вокруг, а не в мультимедию смотрите. Еще камера 360 сюда поставьте, зачем-то при парковке. Есть ящик для хранения. Тут же у нас USB разъем. Плюс у нас, соответственно, по хранению есть место за пассажирским сиденьем. Соответственно, здесь маленький ящичек. Ну и основное место хранения — это, естественно, задний бокс. А теперь про отличия конкретных моделей и про то, для чего они созданы. Aoda Snowcross 1000 VT – снегоход, созданный как для путешествий, так и для работы. У него рычажная подвеска с регулируемыми амортизаторами, а ширина колеи в 996 мм позволяет уверенно чувствовать себя даже в лесу. Это самая азартная модель в гамме, самая послушная и драйвовая. Гусеницы тут шириной 508 мм, а снаряженная масса всего 322 кг. В комплектации обогрев рукояток руля и курка газа, а также сиденья. Здесь же и бамперы, и большой багажник с площадкой для крепления аксессуаров. Версия VT, собственно, самая легенькая, и это прям чувствуется. Он очень легкий, податливый, управление простое. Управление газом, кстати говоря, нормально совершенно. Есть градация, которая как бы, она прям понятна. Не надо ловить миллиметры. Чуть нажал, он сразу взял и поехал. Привыкнуть надо на старте, но понятно, что к курку газа. Но чувствительность хорошая, оборотистый двигатель. Момент хороший, чувствуется прям. Достаточно все мягко, предсказуемо. Но, возможно, как раз на этот вес ничего особенного и не надо. Идет очень даже себя неплохо. По подогревам работают моментально. Я включил только одно деление, и в этом одном делении у меня уже ручка газа так греет, что у меня палец обжигает. Подогрев, так это подогрев. На ручке, кстати говоря, такого нет. Более-менее нормально. Два деления держатся, и все в порядке. Очень даже мягко он проходит все эти бугорки. Можно увеличить немного скорость. Не обязательно даже приставать. Сидушка мягкая, подвеска хорошо отрабатывает. Ветрозащита, кстати говоря, понятно, что на такой скорости незаметно, но ветрозащита все равно чувствуется, обдувает. Я даже визор открыл. Спокойно еду, мне ничего не дует. Aoda Snowcross 1000 SVT SC. Это снегоход, созданный для самого тяжелого бездорожья и глубокого снега. Ведь у него самая широкая гусеница в 609 мм. Он тяжелее, сухая масса 331 кг, но когда вы буксируете огромные сани с лосем и дровами, масса в сочетании с широкой гусеницей и пониженной передачей – большой плюс.
Лучший выбор для тех, кто ищет универсального солдата для самого широкого круга задач. Очень важно, что снегоход с индексом SC имеет особую комплектацию. С такой подвеской и оснащением он доступен только в салонах дилеров Формулы-7. По весу чувствуется, что он потяжелее. Не сильно, правда, как бы тоже в этом плане. Сидушка пошире, пожестче, чем на ВТ. Ну и чувствуется, что он прям тянет. Что более уверенно стоишь, более широкая гусеница говорит о себе, дает о себе знать. Гребет неплохо. И здесь, наверное, да, я согласен, что улучшенная подвеска нужна, чтобы была нормально управляемой. Подогревы работают также. Хорошо читабельная приборка, мне очень нравится дизайн, как выполнен. По мягкости хода все тоже очень неплохо. Мне кажется, что само управление просто более точное, а вот ощущение ровности, вот под углом, да, ты идешь, и он так сразу выравнивается. То есть 600-я гусеница прям очень хорошо, уверенно, ровно. По динамике набор очень быстро, торможение ого. Кстати, попробуем тормоза. Что у нас с тормозами, да? Тормозим. Прям в пол. Просто скользим. Да. Сгребли все, что только можно. Очень мягко. Прям хорошая подвеска. Мне нравится, как отрабатывает. Очень мягко он себя ведет. На кочках прям подпрыгивать интересно. Управление более точное с этой подвеской. Едет он прям динамично. Для повседневной рабочей лошадки на рыбалку поехать, на охоту. Да дров из леса привезти на дачу даже. Он очень силен, честно говоря. Прям надо под него подстраиваться, тренироваться. AODA Snowcross 1000 SVT LTS. Назначение этого снегохода не только отдых, но и работа в тяжелых условиях. Да, он также подходит для семейного отдыха, но все же его стихия — сложное снежное бездорожье, лесные просеки и тяжелые сани. Гусеница у него такая же, 609 мм, зато передняя подвеска телескопическая, которая стойко переносит удары от деревьев и камней. Ее вообще очень сложно повредить. Вдобавок у него несколько уже колея лыж 889 мм, что полезно, когда вы пролезаете между деревьями. Ну а самое главное, не сидите дома. Нет снега, приезжайте на Урал, в Пермь. Здесь снег есть и снегоходы есть, заодно тест-драйв возьмете. Подводя итог, хочется сказать, что AODA Snowcross 1000 — это хорошо собранные, простые, утилитарные снегоходы, которые создавались с оглядкой именно на российские реалии, поэтому в них нет ничего лишнего. А возможность выбора ширины гусеницы и типа передней подвески позволяет подобрать конфигурацию для каждого. Простые, надежные, крепкие и проходимые. Все, что нужно для настоящего русского мужика. А на этом у меня все. С вами был я, Алексей Кузнецов, журнал Мотоэксперт. До встречи в новом видео. И благодарим компанию Формула-7 за организацию съемок. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь и ставьте лайк.